Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же новые обстоятельства произойдут в вашей жизни, которых вы совсем не ждете? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А кто хочет записаться на личный расклад, либо же на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрите, мои хорошие. Мне проигрывается в очередной раз, да, вот энергетика одиночества. И здесь абсолютно все равно, свободны вы, либо же вы в отношениях находитесь, да, потому что всегда помним, что это общий расклад, что разные категории мужчин смотрят, да, разных статусов, разных возрастов. И я вам скажу, что те, кто находится в отношениях, либо же в семье, вот вы живете, то здесь вы как будто вот два совершенно чужих человека. Вот для вас эта ситуация вообще печалька такая проиграется. Но это ужасно, когда ты живешь с человеком, который тебе, как сосед, как брат, там, как сестра, да, вот вы живете как чужие люди. Я скажу, что это, скорее всего, вот осознанно, да, вот те из вас, кто живут как соседи, либо же пребывают, пусть даже в гражданском браке, это осознанный выбор. Вы прекрасно знаете все косяки вашей половины, вы прекрасно знаете, даже, возможно, кто-то знает про измену. Здесь ситуация, когда вы сделали, такой, знаете, добровольный шаг, вот жить с человеком, но вы живете вот разными жизнями. Абсолютно у каждого своя жизнь. Кто-то ради детей живет, кто-то ради машин, квартир, да, чтобы дележкой не заниматься. То есть так удобно. Хотя вот в моральном плане я вам, конечно же, не позавидую. И, конечно же, естественно, те, кто свободны, здесь особо остро чувствуется состояние одиночества, потому что вот вы вообще не привыкшие к одиночеству, вернее, даже не так. Вы человек, который, не приемлет одиночество, вам некомфортно, вам нужна пара. Вы человек, вообще, по сути своей, люди парные существа, да? Вот нам всегда нужна пара. Вас настолько угнетает вот ваше одиночество. Опять же, у кого одиночество вдвоем, оно тоже не менее пагубно сказывается на вашем состоянии, на вашем самочувствии. Порой у вас бывает такое, знаете, вот состояние, как будто жизненный тупик. Вот тупик, как двигаться дальше, куда пойти, куда податься, да, вот как-то грустно. Грустно, что вы не можете вот какой-то период найти, нормальную женщину, да, вот нормальную я имею в виду, чтобы сердечко ёкнуло, чтобы чувства появились. То есть это нужна женщина не для каких-то там развлечений, да, а вот реально вам хотелось бы, конечно же, нормальных отношений, но вы не можете, и, возможно, даже длительный период вы не можете встретить такую женщину. И это очень сильно огорчает. Вот почему я говорю, что у некоторых из вас, опять же, опускаются руки, вот в плане личной жизни. Далее. Я вам скажу, что кто-то из вас, то ли переехал, то ли планирует переехать в какой-то либо другой город, может быть, даже в другую страну. Но это скорее связано будет с заработками, вот с работой, подработкой. Это будет даже временная такая поездка. Но, тем не менее, планы есть. У кого-то уже, может быть, даже есть договоренности, да. Может быть, осталось там, самую малость оформить документы, вот в таком плане, да. И еще что хотелось бы сказать. Вот знаете, вы хоть и сильный мужчина, да, вот из расклада в расклад вы очень часто выпадаете вот то императором, то сильный, вот выносливый и морально, и физический человек. Но знаете, вот у этого сильного, выносливого человека, то есть у вас, порой уже, знаете, такое ощущение бывает, что иссякают ваши жизненные силы. Вот именно от вашего одиночества, от отсутствия какой-то такой поддержки, да, вот именно от отсутствия вашей второй половинки, а это очень немаловажно для вас. Порой опускаются руки, порой нет стимула куда-то бежать, что-то делать, ради кого-то жить.
Вы такой человек, что вам нужно ради кого-то жить. Потому что вот мне показывают, допустим, что вам вот самому, в общем-то, много так денег и не нужно. Ведь правда, ребят? Вот для себя вы, в общем-то, ну, плюс-минус достаточно зарабатываете, чтобы, ну, какие-то свои хотелки удовлетворить, да? Многие мужчины таки говорят, да сколько мне одному нужно? Обычно вот настоящий мужчина, да, вы по своей природе ведь охотники и добытчики, и вы, ну, по природе реально, вот еще из древних времен, кто читал историю, кто интересовался историей, да, вот первобытные еще, когда люди были, всегда мужчины были охотниками, добытчиками, они жили для кого-то, да, вот для женщины, для потомства, они там охотились, рыбачили, да, что-то там доставали, ну, то есть жилье, пропитание, это был, ну, такой очень мощный, да, такой вклад в семейную жизнь еще тогда. Точно так сейчас ничего не изменилось, инстинкты ваши никто никуда не девал. Точно так вам и плохо, потому что вот вроде бы да, вы понимаете, сознательно, подсознательно, вы понимаете, что нужно куда-то девать свою энергию, для кого-то жить, для кого-то зарабатывать, так кто-то должен вас мотивировать, а этого нет, к сожалению, да. Вы, в принципе, я вам скажу, да, по секрету, может быть, кто-то не знает, у вас такой есть сумасшедший просто потенциал вот именно по зарабатыванию денег. Здесь могут разные варианты проиграться, либо же вы владеете мастерски каким-то делом, да, что можете очень неплохо зарабатывать. Кто-то из вас, может быть, имеет несколько образований, несколько специальностей. Вы можете точно так и зарабатывать, и подрабатывать. Вы, в принципе, можете, если захотите, сколотить состояние довольно неплохое. Но опять же, для кого, для чего, правда ведь? Вот напишите в комментариях, ребят, у кого проигрывается, вот для кого, для чего, да, вот есть такой момент. Вот именно опускаются руки. Опять же, возможно, да, у кого-то из вас был такой период, когда вот отсутствие мотивации совершенно, ну, не двигало вас вперед, да? Потому что, опять же, это общий расклад, кто-то сейчас находится в таком состоянии, кто-то пережил это. Но то, что я вам скажу, очень много вранья было в вашей жизни, причем вранья из-за денег, и, скорее всего, это с женщиной было вранье, это однозначно. Мы сильно углубляться не будем в прежние отношения, да, и тем более я поняла по вашим и отзывам, по комментариям, что вам бы хотелось забыть бывшую, как кошмарный сон. Поэтому мы не будем сильно так увлекаться, да, прежними отношениями, сегодня не об этом расклад, будем двигаться дальше. Давайте-ка смотреть теперь, какие же обстоятельства будут в вашей жизни, которые вы совершенно не ждете. Ребят, а вы напишите, вот чего вы хотели бы вот больше всего сейчас. Вот снова такой маленький опрос, да. Вот чего бы вам хотелось, вот даже скрываетесь, да, вот закрытая карта у нас выпала. Почему-то информация закрывается. Среди вас есть люди, которые не хотели бы, чтобы вас полностью прочитывали. Ну, смотрите, в вашей жизни произойдут кардинальные перемены. Причем это перемены, которых вы вот сейчас реально не ждете, потому что, ну, скорее всего, вы уже либо опустили руки, либо же уже все, поставили крест на этом всем, да, вы как-то уже не верите, не доверяете. И причем это касается женщины. Это касается женщины, которая станет вашей новой императрицей. Вот сейчас, может быть, многие там подумают, либо же скажут, напишут мне, да, что вот, я не верю, я не доверяю. Ну, то есть, я смотрю на ваши комментарии, я читаю, анализирую, кто чем дышит, да, и я понимаю, что многие из вас, ну, реально не верят женщинам. Вот просто всему женскому роду не верят и не доверяют. Я считаю, конечно же, это не очень правильно. Но смотрите, как бы вам там не хотелось забыться, там, я не знаю, где-то там в уголке и доживать свою жизнь в одиночестве, а среди вас такие тоже есть, ребят. Как бы вам плохо не было в одиночестве, но есть такие среди вас, которые уже все, ну чуть ли не в отшельники себя записали. Ну вот правда, напишите вот, у кого это срезонирует, потому что есть такие, это однозначно. Вы встретите женщину,
на которую, в принципе, вам не нужно будет особо тратиться, потому что она будет самодостаточная, она, в общем-то, неплохо зарабатывает. И женщина не охотница за деньгами, ну, ни разу не охотница, понимаете? Да, ей просто хочется надежное плечо, а это вы 100% ей можете дать. Вернее, сможете дать, да? Мы говорим о будущем. Это женщина, которая станет, наверное, самой важной женщиной в вашей жизни. Сейчас я знаю, что опять же среди вас вот есть такие мужчины, которые не могут забыть бывшую, да, вот кто разошелся. Вам, возможно, кажется, что все это единственный свет в окне, вот вы живете воспоминаниями, вы живете любовью к бывшей, вы не можете ее забыть. Но я вам скажу, что в вашей жизни опять же появится другая женщина. Она станет вашей новой императрицей. И это женщина, которая будет кардинально отличаться от ваших вот прежних жен, там просто женщин, если это были отношения, да? Она будет совершенно другая. Она будет настолько человечная, настолько добрая, настолько отзывчивая. Ну, сегодня у нас немножко не об этом расклад, да, мы не конкретно будем о женщине говорить. Просто вот я вам хочу сказать, что вы один не будете. И что вот сейчас, даже если вы опустили ручки, все, крест уже вот такой весь бедный, печальный, не будет этого. Ну, не будет. Вот эта ваша таблетка от одиночества, она пожалует в вашу жизнь. И это, я думаю, уже не за горами. Далее. Ну, посмотрите, как кто-то закрывается, да, вот закрывается однозначно. Среди вас есть такие люди, которые очень скрытные. Вот опять же, у нас дважды закрытая карта выпала. Это говорит о том, что, ну, не хотите вы, чтобы вас считывали, потому что, во-первых, вы такой сам по себе закрытый человек, вы не хотите, чтобы, ну, как бы о вас рассказывали. Вроде бы, да, вот парадокс получается. Мы никто друг друга не видим, да, но вы не хотите, чтобы вас считывали и рассказывали, ну, чуть ли не на весь мир, да, вот здесь именно в видео. Ну, вот такой маленький парадокс. Далее я вам скажу, что, ребят, среди вас есть такие товарищи, которые вот хотели бы, ну, реально вот куда-то поехать. Вот я говорила в начале расклада, вы собираетесь куда-то поехать. Причем, смотрите, эта поездка будет очень и очень удачная. Но опять же, здесь может у некоторых из вас проиграться, я имею в виду тех, кто будет переезжать. Даже вот если вы временно там на заработки планируете поехать. Вот смотрите, вы точно не ожидаете, что там вы можете встретить свою любовь. Вот именно вы можете как раз повстречать женщину даже в другой стране. Вы сейчас, конечно же, об этом не думаете, и у вас в голове там подзаработать, да, как-то денежек, ну, то есть чисто рабочие моменты. Но здесь пожалует в вашу жизнь любовь, причем она пожалует очень неожиданно. Это будет снова такая, знаете, чувственная, взаимная любовь. И я говорю сейчас не о романе, абсолютно я не о романе говорю, а именно о человеке, с которым вы будете, ну, как минимум в длительных отношениях. Если захотите, то, в принципе, вы сможете даже жить. Но это уже будет дальнейшая история, да, сегодня мы не об этом. То есть, смотрите, у вас однозначно идут крутые перемены в личной жизни. Просто у кого-то они будут где-то там, за границей, может быть, в другом городе, но у кого-то это будет все рядышком. Вся такая домашняя своя, которая, может быть, даже недалеко и живет. У кого как проиграется. Смотрите, ребят, еще какой момент. Вот здесь мне не очень нравится этот момент, но все-таки я его скажу. Среди вас есть такие товарищи, которые, ну, я думаю, так, плюс-минус в ближайшее время узнают о том, что на вас есть какая-то порча, магия, да, привороты, отвороты, ну, что-то подобное. Причем это сделано было женщиной, с которой вы были в отношениях, вот даже семья может проиграться. И неважно, официальный брак, гражданский брак, но вы жили с этой женщиной, вы были очень в плотных, в тесных отношениях с ней.
То есть это такой момент, о котором вы сейчас, возможно, даже не думаете, да? Потому что кто-то не верит в магию, кто-то, ну так, скептически относится, может быть, серединка на половинку, вроде бы и верю, а вроде бы и не верю. Ну, то есть это будет момент, когда, знаете, вот, возможно, вы на диагностику запишетесь, возможно, у вас проиграется, знаете, еще какая ситуация, сейчас еще уточню. Нет, здесь магия стопроцентная. Император с магией у нас выпал. Смотрите, здесь такая ситуация, что, возможно, вы даже по какому-то своему такому самочувствию не очень хорошему узнаете. Ну, либо же поймете, что с вами что-то не так, и вы сделаете диагностику. Возможно, кто-то ко мне даже запишется, и точно так же вы об этом узнаете. Ну, то есть это такой неприятный момент, но все же я не могла его не озвучить. Ну и что еще нас ожидает? Вернее, вас, да, а не нас. Какая-то будет у вас неожиданная такая посиделка, тусовка, как хотите называйте. Вот особенно те из вас, кто сейчас не в очень хорошем таком настроении, но совершенно не тусовочном, вас пригласят куда-то, вот знаете, это либо друзья, знакомые, коллеги. Вы настолько классно, шикарно проведете время, что, ну, казалось бы, сейчас вам не до этого. Но вы вот именно отвлечетесь, побудете в новой компании, вы даже приобретете какие-то новые полезные знакомства, между прочим. Вот именно в этой компании вы познакомитесь с человеком, который как-то вот чем-то будет вам помогать по жизни. Возможно, с работой, может быть, еще с чем-то. Опять же, у кого как проиграется. И я вам скажу, что самое главное то, что я вижу, да, вот уже напоследок, в конце расклада, что мне хочется сказать. Я думаю, не за горами придет время, когда вы как будто вот воспрянете духом. Вы поменяете свои взгляды, вы поменяете свою жизнь. Крутые перемены однозначно. С чем это связано? Да, однозначно крутые перемены. Крутые перемены. Конец черной полосы. Вот шанс. Крутые перемены в вашей жизни. Смотрите, у кого-то это будет связано именно, что вы достигнете то, что вы запланировали. Кто-то получит женщину, да, которую вы хотели, но сама Вселенная вам даст. Кто-то очень удачно съездит на заработки, как я сказала, и плюс еще как бонус там свою любовь встретит. То есть, понимаете, у всех у вас будет своя история. У кого-то, может быть, даже несколько ситуаций проиграется. Кстати, у кого порча даже, да, вот вы узнаете реально, ну, как бы на диагностике, я вам скажу, что от нее вы избавитесь, и это будет как раз вот и после этой порчи, после того, как вы очиститесь, вы себя почувствуете, ну, как будто заново родился. Вы это почувствуете вот именно даже по своему состоянию. Вот именно это будет, знаете, вот как будто такой, я не знаю, как после зимней спячки проснулись, как будто все новое, все такое классное, все хорошее, настроение хорошее. То есть у вас начинается очень такой насыщенный период, позитивный период. Ну, я порчу не беру во внимание, потому что, естественно, это такой неприятный момент, но все-таки вы от нее избавитесь. Вы избавитесь однозначно, и тогда ваша жизнь заиграет новыми красками. Поэтому, ребят, вот такие обстоятельства вас ожидают, да. Кстати, еще вы получите какое-то такое известие от человека, с которым вы давно не виделись. Может быть, старый знакомый, может быть, у кого-то одноклассник, там бывший коллега. То есть человек, с которым вы давно не общались, но это будет настолько такое позитивное, радостное такое известие. Вы будете, ну, настолько вдохновлены, вы с таким удовольствием пообщаетесь с этим человеком. Кто-то, возможно, даже встретится, но это будет такой позитивный позитив в вашей жизни. Поэтому вот так вот, ребятушки, все у вас наладится, жизнь только начинается, и все у вас будет хорошо, чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!